Доброго времени суток. Сегодня смотрел свои партии. Хотел что-то показать из того, что я выиграл, но вот наткнулся на интересную партию. Это аж 93-й год. Я играл в чемпионате Республики Беларусь белыми против Анатолия Гантверга. Я проиграл. И вот такая она интересная партия с точки зрения идей, с точки зрения разыгрывания позиций. Есть пару важных моментов. Ну, что я хочу сказать, что вообще-то вот проигрывать, конечно, полезно. Полезно. С какой точки зрения? С эмоциональной точки зрения. Если проигрываешь немного, то это краткосрочный стресс. Ну, то есть, даже многим знакомо чувство, когда не спят, но ночь, то есть ворочаются, работают над своими ошибками. Это, кстати, с определенной точки зрения очень много дает. То есть, во-первых, с точки зрения анализа ошибок, то есть запоминаются эти ошибки лучше, если еще они правильно проанализированы, хорошо проанализированы. Но раньше еще вот в эти годы компьютеров, конечно, не было. То есть у голландцев уже были как-то анализированы, но у нас еще практически компьютеров не было. Поэтому не было возможности хорошо проанализировать, но все равно какая-то была аналитика, то есть очень много ходов именно когда проигрывал, очень много вариантов смотрел. Но что я хочу сказать здесь, вообще желательно, конечно, не проигрывать много партий в турнире, потому что это долговременный стресс, и долговременный стресс, он ни к чему хорошему не ведет. Это вот не путать, некоторые путают, когда вот это вот быстрый достаточно турнир у молодежи. Ну, многие, кстати, описывают, что вот начинали играть в турнире и проигрывали очень много партий, но это кратковременный тоже стресс. Именно вот если в один день особенно играют, это как-то, будем считать по-детски, это не считается. А здесь, когда играешь турнир много дней, когда много проигрываешь, конечно, очень неприятно. И даже, я думаю, что вредно для здоровья, потому что это такой стресс не кратковременный. А вот именно, если одну бывает, потом где-то еще через пару дней вторую проиграл, и идет, если аналитика, если тебе не все равно, то это очень полезно. Так, ну вот краткая аннотация. Итак, я играл белыми. Вот такая вот была позиция. То есть 37-32. Ну, здесь тоже моменты, я помню, что был такой момент, что сильно литературы не было, компьютеров не было. То есть, понятно, хотелось как-то отойти от дебютных схем и сразу поменял шашки. Но позиция, вот, конечно, в дебюте плохая получилась. Ну, вследствие чего плохая, потому что все-таки с дебютной подготовкой была проблема, и не было именно тех ни баз партий, ни какого-то материала, вот, чтобы посмотреть партии. То есть очень мало всего было. Понятно, что Анатолий Абрамович был в составе национальной сборной Советского Союза, то есть там были определенные и дебютные заготовки, то есть определенный материал, то есть смотрели голландские, они вот эти вот голландские, как это, ежегодники, наверное, может, там были, в которых были все материалы, то есть я видел такие тоже специальные издания, то есть из газет было материалы, то есть и партии, которые можно было извлечь откуда-нибудь, были эти материалы, то есть здесь все у сборной гораздо лучше было. 35-30, 20. Ну вот интересно, 49-43 тоже вот непонятно, конечно, чем я руководствовался, потому что все-таки дырка здесь
дырка, но, наверное, я все-таки думал, что где-то она не сработает, эта дырка, то есть буду либо меняться, ну, давайте я вам дальше буду показывать, либо что-то там делать. Ну, какие-то мысли были, понятно, что я знал, как, наверное, правильно все-таки строится более-менее. Ну, не все, как я уже говорил, что не было материала, не все, но где-то какие-то основные моменты-то я знал, естественно. Ну, вот были такие варианты потом, но, наверное, я думаю, что побоялся, потому что здесь мало шашек на сильном длинном фланге. На длинном фланге, давайте, сильно я так не буду употреблять, хотя некоторые употребляют это выражение. Ну вот, то есть 32-4, если здесь 47-42 делать, то все равно вот выжидают 11-16 и только лишний ход 50-45, ой, не 50-45, а ну вот 47-42 сделан, поэтому я, наверное, не делал вот этого хода, потому что на вот это построение, на этот размен получается вот такой момент, и, конечно, наверняка я боялся вот эту позицию играть. Это вот столько лет прошло, конечно. То есть нападать покуда нельзя никогда, надо где-то на 22 и уже вот 7-11, 38. Ну вот понятно, что вот эти вот идеи не проходят покуда на 27. И 18-22, и уже при случае хотят, могут, да, нападать. Но нападать покуда будет невыгодно, потому что, во-первых, отбив идет, и вот эта вот идея, что я вам показывал, то есть, что образуется потом дырка, и где-то выбивается шашка 29, то есть, чтобы бить каким-то образом на 49, поэтому построение, естественно, 14-19 с нападением, оно покуда неэффективно, где-то так. Ну и сейчас уже покуда нету, тоже важный момент. Значит, смотрите, 13-18 все равно стоит вот эта вот идея, то есть 40-35 может быть и неплохо было, потому что 44-40, но вот уже стоит вот эта вот идея важная. Я обращаю на нее внимание, потому что, вот, как я уже говорил, стратегия очень сильно опирается на тактику, то есть тактические приемы надо обязательно учитывать, когда есть стратегические планы. И бывает, все ломается, если нету достаточной тактической защиты, я бы сказал. 37-31. Ну вот 8-13, опять это все стоит потихонечку. 36, ну вроде бы подхватил, то есть я не думаю, что вот этот вот размены бывают, конечно, вот такие, чтобы как-то зафиксировать эту группировку, но я здесь не думаю, что здесь что-то фиксируется, потому что на 23 как раз с одной стороны все здесь нехорошо, но не видно, как вот реализовать это. Стоклетки такая игра, что ну, достаточно, если есть какие-то достаточно неплохие точные планы, бывает, планы-то есть, но их надо еще достаточно точно, я вам хочу сказать, что реализовывать. Потому что очень часто, что позиция вроде бы похуже, но четкого именно плана конкретного нету, и все срывается. А вот здесь вот интересно, 16-21, видите, и начинается очень интересная игра, 28-23. Ну вот здесь, наверное, надо было как-то 41-37, и вот на 14-19, скорее всего, вот такая вот позиция была бы. Ну, я думаю, что вот эта вот позиция, ну, ничего тут сложного, наверное, сильно для белых покуда нету. Если единственное, что вот какие-то вот эти вот планы, ну и потом меняться. Но опять я здесь хочу выйти, то есть если куда-то сюда, ну вот этот вот момент, конечно, надо смотреть, что тут будет. Хотя, может, так, давайте посмотрим так.
Ну да, я успеваю это все-таки как-то шашку, но передвинуть. Но интересно, позиция тут надо, конечно, тоже смотреть, потому что вот эти шашки, видите, стоят у белых. Далее, 21-27 и вот 41-36. Ну, понятно, вот это момент 48-42, этот момент был. То есть здесь где-то даже есть вот этот, появляется момент с разменом. Но вот давайте посмотрим. Это одна из идей, ради чего мы смотрим эту партию. Вот был 25-30 ход. Если на 25, то известная идея. Часто очень встречается и очень такая эффективная, видите. Нехорошая позиция у белых. Я не знаю, если четко что-то нет, то обычно вот эти позиции плохо заканчиваются. Ну, в данном случае для белых. То есть, когда вот так вот пошли черные. И второй момент. Если на 35, то вот не проводить эту комбинацию, потому что если проводить, получается, последствия этой комбинации, они без шашки черные. Черные без шашки здесь. И непонятно, вроде бы все хорошо, может они ее и выиграют, эту позицию, даже без шашки, потому что будут где-то отдавать. Но без шашки неохота играть. Я думаю, вот здесь вот есть известная вот эта идея 20-25 и потом забрать 14-19. Вот это интересный момент. Непонятно, что тут делать. Единственное, что может вот какие-то вот эти вот моменты, ну здесь тоже позиция похуже будет. То есть, видите, скученность, это можно даже 8-13, может даже как-то отдать. Здесь нету колонок. Ну, позиция нехорошая у белых. Так, давайте дальше. 41-36 было. Вот один из моментов я вам показал, говорю, что очень интересно. Интересно вот этот момент, и он очень практичный. Надо вот это всегда учитывать, вот эту жертву. 41-36. И второй момент, вот не надо бояться, все боятся перестроения, вот это 2-7. Но по-настоящему бояться нечего, потому что пережидают тут. Пережидают черные, и вот держат, походу, черную группировку вот эту белых. Сейчас вот я еще допущу там ошибки, и вы посмотрите, как великолепно скажется вот слабость вот этой группировки белых на позиции. Ну вот здесь вот решающая ошибка, я считаю, что была. Надо было ходить с 33-28 и вот пытаться играть эту позицию. Я не знаю, то есть позиция, конечно, она такая некрасивая, но если 13-18, то, понятно, сразу вторгаемся, то есть, чтобы вот эту группировку устранить. Ну и так далее играть должна. Ну, я вот не верю, конечно, что тут что-то есть. Должна быть ничейная позиция. Ничейная позиция. И второй момент вот здесь вот. На 14-19 выходим. Это вот, конечно, вот эти построения есть. И смотрите, вот эта интересная жертва. Ну, не знаю, чем здесь закончится партия. Все-таки, конечно, достаточно перспективная позиция у черных. Вот, может, так надо было черным играть, в принципе. Ну, да, есть, конечно, моменты. Обязательно, да. Ну, если не ходить, то, конечно, проблемы в остальной позиции. Ну, вот не знаю, чем закончится, честно говоря. Так, и далее было 42-38. Ну, это ошибочный, понятно, ход. Как я уже сказал, ошибочный. И после этого, конечно, зафиксировали группировку вот эту, то есть неудачную. Давайте я переверну доску и посмотрим за черных. То есть, видите, с одной стороны я грожу вот этим вот ударом. Понятно, как-то, ну, не знаю, сюда не пойдешь, потому что есть такой даже удар здесь, но лучше удар не надо проводить, спокойненько выиграли шашку, то есть без фанатизма это сейчас называется. На молодежном сленге даже, наверное, каком-то. И 38-32 вроде бы и надо, но не видно чего-то грозит. На этот ход, естественно, просто 17-22 и группировка не работает. А вот 32, ну и фиксация фланга. Ну и вот
такая вот позиция, видите, была даже жертвой. Ну, хорошая, конечно, хорошая партия. Я вот не жалею, что я ее сегодня нашел. Ну, наверное, для определенного уровня, конечно, игроков, не для новичков, для определенного уровня игроков вот эта партия. Итак, до новых встреч. Я надеюсь, сегодня вы узнали не только интересные на шашечной доске, но вот и по чуть-чуть по стрессу, конкретно для шашистов. Но это не только для шашистов, я считаю, для всех можно применять. И еще раз говорю, что думаю, что это видео было для вас полезное. До новых встреч!